Друзья, всем привет! Итальянская суперлига подходит к своей кульминации, ведь уже стартовали полуфинальные серии. Лишь две команды, одержавшие 3 победы в своих парах, получат возможность в мае сразиться за Скудетто, а не досрочно отправляться в отпуск. Как проходили и чем завершились первые матчи полуфиналов, ты узнаешь в этом обзоре. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Начнем мы наш обзор с матча, который состоялся в среду 13 апреля. Ну и встречались там победитель регулярного чемпионата Перуджа и занявшая 4 место Модена. В четвертьфинале абсолютно без трудностей Перуджа разобралась с аутсайдером матча на вылет, командой Цистерна. А вот Модена, пусть и уложилась в 2 матча, но с Миланом им пришлось изрядно помучиться. В этом сезоне команды встречались 2 раза, и в обеих встречах неизменно побеждали гости. И также неизменно гости забирали и первую партию, как случилось это и в этом матче. 22-25 Модена вышла вперед. Также стоит отметить, что обе игры регулярного первенства завершились со счетом 2-3. И еще объединяло эти встречи, что домашней команде каждый раз приходилось отыгрываться со счетом 0-2. Могла ли данная история повториться и в этой встрече, мы могли только догадываться. Но хозяева определенно были против такой неприятно сложившейся тенденции и безусловно были настроены ее нарушить. И с этой задачей должен был помочь Олег Плотницкий, которого выпустили вместо Мэтта Андерсона, ведь у того игра совсем не задалась. Ну и украинца и его команды с этой задачей удалось справиться. 25-22 Перуджа сравнивает счет в матче. В начале третьей партии у игроков Перуджи совсем не задался прием, что позволило гостям сразу пуститься в отрыв. И долгое время у хозяев не находилось никаких контраргументов на подобное превосходство Модены. На какой-то небольшой игровой отрезок Перуджа смогла подсократить эту разницу по счету, но на подаче Нгапета разрыв стал даже больше, чем был до этого. Хозяева все же капитулировать не стали и бросились в отчаянную погоню за желтыми. И даже показалось, что дьяволам удастся ликвидировать это критическое отставание и переломить ход неудачного для них сета. Но все же гости смогли дожать своего соперника и забрать заслуженный сет себе. 22-25. Казалось, что Перудже непременно нужно было собраться, чтобы не дать Модене шанс забрать первый матч полуфинала. И в первую очередь должен был включиться Леон, который в последних матчах не похож сам на себя. Но уж больно хорошо в этот вечер у игроков Модены летела подача, с которой принимающая сторона никак не могла совладать. Домашние трибуны отчаянно надеялись на очередную попытку камбэка от их любимой команды, но все было тщетно. И Модена уверенно разбирается с Перуджей в гостях и выходит вперед в этой серии до 3 побед. Вот, собственно, этот звездный треугольник из Модены себя и проявил в полной красе, как от него это ждали в начале сезона. Немир, как обычно, был надежен в нападении и несколько раз расчехлил свою пушку на подаче. Нгапет пусть и не очень эффективен был в завершающей стадии, но больше него подач никто выполнить в этой встрече не сумел. 2 безумные серии в первой и третьей партии по сути и предрешили исход этих сетов. Алял неожиданно к своему мощнейшему нападению подключил еще и качественный прием. У Перуджи ни один из доигровщиков не смог должным образом себя проявить. Мэтт Андерсон провалился по всем направлениям, и его во второй партии заменил Олег Плотницкий, который пусть феерии тоже не продемонстрировал, но добавил хоть какой-то надежности в приеме, ведь этот элемент его команды был попросту провален. Чтобы вы понимали, либеро Перуджи Массимо Калачи за 4 партии организовал всего 2 позитивные доводки, ну а идеальный и вовсе ни одной от него Джанелли не дождался. Также я не совсем понимаю, чем уже почти 37-летний Стефано Менгоцци заслужил место в стартовом составе. Ведь вышедший впоследствии Фабио Риччи показал, что он все еще в полном порядке и выглядит уверенней во всех элементах. А главной проблемой Перуджи, естественно, является серьезный физический спад у Вильфредо Леона. А учитывая, что вряд ли уже что-то можно за столь короткий срок исправить, это может стать камнем преткновения в этой серии. Но не будем делать скоропостижных выводов, а просто продолжим наблюдать за тем, что нам подарят следующие матчи. А самым результативным игроком данной встречи стал Немир Абдель-Азиз, записавший в свой актив 22 очка. Статистика остальных участников матча по традиции находится на ваших экранах. Теперь переносимся на домашнюю арену к действующему чемпиону Италии, Лубо Чивитанове, где они принимали Трентино.
Гости являются единственной командой из четверки полуфиналистов, которой потребовались все 3 матча, чтобы пробиться в следующую стадию. Ведь Пиченца смогла выцарапать у подопечных Анджело Лорензетти 1 матч, но в решающей третьей встрече достойного сопротивления они оказать не смогли. Для Лубы победа в чемпионате остается последней надеждой на удачное завершение сезона, ведь ни кубок, ни суперкубок они забрать себе не смогли, а из Лиги Чемпионов они вылетели еще на стадии 1/4. И несмотря на то, что Мачерата в полуфинале клубного чемпионата мира переиграла все то же Трентино, им этот трофей не покорился. Ну и еще один неприятный факт для хозяев. В обоих очных матчах этого сезона Суперлиги Трентино неизменно забирала себе первую партию. Данную традицию они решили продолжить и вновь забрали себе первый сет 26-28. Вообще, в этом сезоне данные команды уже встречались 3 раза. 2 раза в Суперлиге и однажды на клубном чемпионате мира. Если в местном первенстве у этих соперников паритет, то вот победа в полуфинале клубного чемпионата мира дает Лубе минимальное преимущество в очном противостоянии. Причем обе победы игроки Чивитановы добывали исключительно в 5 партиях. Да и вообще, Трентино за последние 10 лет лишь 3 раза удавалось переиграть Лубе на их площадке, что, согласитесь, не так уж и много. Все для хозяев шло своим чередом, до тех пор, как на подачу не вышел Марко Подрощанин. И похоже, что игроки Лубы посчитали, что настало самое время слить огромную партию очков. Так что, по сути, на ровном месте хозяева отдают третий сет Трентино. Похоже, что такие жесткие провалы случаются не только на любительском уровне. По традиции с первым матчем, в решающем сете хозяева решили вначале особо не напрягаться. Но в отличие от игроков Перуджи, чтобы эта партия не стала формальностью, Чивитанова быстро в игру вернулась. Особенно активно с этим помогло кубинское подразделение подающих хозяев. У гостей активнее всех был Матей Казиски, повреждение которого все же было не столь серьезным, и он смог помочь своей команде в полуфинале. Ведь несмотря на наличие в команде Микелетто, именно болгарин является оплотом стабильности в Трентино. И именно его блок принес победу гостям не только в этом сете 23-25, а также и в матче 0-3. Пусть счет в этом матче был 0-3, но зато за эти 3 партии можно было увидеть куда больше красивых розыгрышей, чем в матче Перуджа-Модена, где по сути все решалось по большей части лишь за счет подачи, что, согласитесь, не так уж и зрелищно. Как говорилось чуть раньше, я очень рад, что Матей Казиски смог принять участие в этом матче, ведь по сути именно его усилия и позволили дожать Лубу в концовке третьего сета, ну и в камбэке во время второй партии он также забил немало ключевых мячей. Ну и как работает болгарский ветеран с групповым блоком, это просто сказка. Порой создается впечатление, что его просто невозможно остановить. Опять же, выводы делать тут рано. Соперники достойны друг друга. И скорее всего данная серия может затянуться и на все 5 матчей, на что нейтральные болельщики определенно рассчитывают. Матей Казиски в итоге и стал самым результативным игроком матча, тем самым блоком на матчболе заработав 16 очко и опередив Ивана Зайцева на 1 пункт. Если вам интересна и другая статистика, то вы можете наблюдать ее на ваших экранах. Вторые матчи серии пройдут 17 и 18 апреля соответственно, и пока я дописывал сценарий, наткнулся на новость, что после матча Перуджи и Модены состоялась потасовка, в ходе которой Реал начал махать ногами и получил за это 4-матчевую дисквалификацию, так что в полуфинальной серии мы его уже точно не увидим, а это определенно добавляет Андреа Джанни дополнительной головной боли. Позже Эрвин Гапет обвинил Драгана Травицу в российских высказываниях в сторону Реала, но итальянец подобные обвинения опроверг. В свою очередь, я надеюсь, что я вас ничем рассердить не успел, а наоборот даже смог вас порадовать, и вы поставите лайк под этим видео. Ну и также подпишитесь на канал, если вдруг еще этого не сделали. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока!